Активация спейда и торка. Как их активировать, как вообще за них поиграть. Начнем с самого простого, это с активации торка. Для этого необходима Steam-версия. Переходим в Steam, нажимаем правой кнопкой мыши по Freedom Planet, выбираем свойства, бета-версии, бета для тестирования новых билдов. Нажимаем крестик, игра докачает патч спустя несколько секунд, после чего нажимаем играть. Сейчас давайте посмотрим. Вот здесь выбираем Time Attack, вот он доступен в Time Attack. Можно выбрать и Classic мод, но об этом позже, как его активировать через Classic мод. Для активации спейда необходимо скачать, во-первых, старую версию Freedom Planet, потому что на новой версии он никаким образом никак не доступен. Также нужно скачать обязательно Cheat Engine и необходимо скачать сохранение с 250 жизнями. Все ссылки будут в описании. Также можно все это скачать с группы Freedom Planet. Здесь есть тема гайд по Cheat Engine. И здесь есть все необходимые ссылки. После скачивания необходимо засунуть save файл в корневую папку игры. Вот сюда. Файл 8.sav. Далее открываем Cheat Engine, открываем Freedom Planet, заходим в Cheat Engine, выбираем файл, Open Process, выбираем Freedom Planet. Ну, далее заходим в Time Attack. Наводимся на Lilac, пишем 0, First Scan. Далее наводимся на Carol, 2, Next Scan. Можно просто нажимать Enter. Далее снова наводимся на Lilac, 0, Next Scan. И так до того момента, пока не останется 2 либо 3 значения. Эти значения сносим вниз просто дабл-кликом. Нажимаем Return в главное меню. Нажимаем Start Game. Как видите, здесь save файл уже прогрузился. Выбираем уровень именно через него. Допустим, вот этот. Заходим в Cheat Engine. Как видите, здесь одно из значений оно заменилось на множество цифр. Ну, это просто значит, что оно нам не нужно. Нам нужно вот это, где циферка 0. Мы вместо него ставим 2, ставим крестик и нажимаем Restart. И, пожалуйста. Теперь играем за Carol. 0 это Lilac, 2 это Carol, 4 это Mila. Опять же заменяем на четверку, нажимаем Restart. Окей. 5 это Torque. Как вы видите, здесь заменилось значение сразу на 0, потому что они игрой не предусмотрены, поэтому игра старается именно к стандартным персонажам их приравнять. Поэтому для активации необходимо несколько рестартов. Ну, в этом случае здесь просто повезло. Торг здесь слабо играбелен, он сильно багнутый, у него багнутые пушки, у него все очень багнутое, он здесь не может летать в этой версии игры, поэтому играть за него здесь конкретно я не рекомендую. Теперь вводим единичку и снова рестартуем. 1 это спейд. Получается не с первого раза. Отлично, повезло. Сам спейд играбелен, у него нет никаких багнутых пушек, нет никаких практически проблем, но есть множество нюансов. Первый главный нюанс – это игра может намертво зависнуть после убийства босса на первом уровне и босса на третьем уровне. Чтобы это обойти, нужно просто либо выйти из игры, либо выйти в главное меню и просто запустить следующий уровень.
Вторая главная проблема заключается в том, что при каждой смерти, либо при каждом рестарте, Spade может именно замениться на Lilac. К сожалению, к гигантскому сожалению, это никак и ничем вообще не обойти. Но можно только рестартать до того момента, пока снова не появится Spade. В принципе, это даже может сойти за такой челлендж, по максимуму не умирать за этого персонажа. Иначе просто потратится очень много жизней на рестарты. В принципе, по персонажам это все. Что еще примечательного в этой версии есть, так это то, что можно активировать простенькое меню кастомизации. Для этого заходим в галерею. Далее нажимаем на Cheat Engine и вводим 10. New Scan. First Scan. Здесь нажимаем Return 3. Вот, уже повезло. Появились два значения. То есть главное меню это 3, галерея это 10. Вот и все. Можно по-разному назвать эти значения. Вот здесь у нас персонажи. Вот здесь у нас уровни. Для наглядности я сейчас еще раз зайду в галерею. Ну вот эти две переменные, они здесь заменили свое значение на 10. То есть, это именно наши самые нужные переменные, которые мы будем менять. Чтобы перейти в меню кастомизации, нужно заменить эту переменную на 3, поставить здесь крестики, после чего нажимаете F2. И вы попадаете в меню кастомизации. Вот эти два персонажа, вот здесь они не играбельные. Вместо них появляется Lilac. Поэтому их запустить отсюда не получится. Что здесь примечательного, так это то, что можно поменять им немножко цветовую схемку. Вот, допустим, черная на Lilac. Выглядит довольно неплохо, как по мне. Вот так это выглядит. Хорошо. Что еще можно сделать в этой версии? Так это перейти в дебаг меню. Для перехода в дебаг меню нужно ввести нолик. И опять же нажать F2. И да, самое главное, нужно не забывать убирать эти крестики после того, как вы переходите на какой-то уровень. Сейчас покажу на примере. Да, кстати, с Paint из дебаг меню тоже не работает, к сожалению. Допустим, запустим вот этот уровень. И после того, как запускаем, обязательно убираем вот эти крестики, чтобы игра дальше шла абсолютно нормально. А в самом дебаг меню ничего примечательного, как правило, нету. На этом с этой версией можно, в принципе, закончить. Далее можно рассмотреть активацию скрытых уровней. Для этого выходим из игры. Для активации скрытых уровней нужно снова перейти в Steam-версию. Это должна быть именно та самая версия для тестирования новых билдов. Давайте запустим. Далее переходим в Cheat Engine. Открыть процесс. Окей. Вся настройка предыдущая, она полностью идентична настройке здесь. То есть в этой версии полностью доступен торг, и в этой версии по вышеуказанному способу через переменных персонажей можно активировать торка и в Classic моде.
Для активации же скрытых уровней нужно найти переменную уровней. Для этого заходим в галерею, нажимаем здесь 10, New Scan, First Scan, переходим назад, 3, снова в галерею, 10, здесь находим две необходимые переменные, можем их назвать уровни. Отлично. Теперь переходим в Cheat Engine, ставим 0, переходя в Debug меню, обязательно ставим крестики, нажимаем F2. И через это debug меню в этой версии можно запустить Horizon Starport. Нажимаем Enter и выбираем оружие. Здесь можно его протестировать на этом экране. Вот это самая прикольная пушечка. И вот это. При зажатии кнопки вверх и старт у торка полетит голова вверх. Оружие выбрано, можно играть. Как вы видите, уровень с виду доделан, но на самом деле доделана только половина этого уровня. То есть можно пройти, по сути, только половину. Босса тут, к сожалению, нету, поэтому его и не добавили в релиз и не стали доделывать в связи с разработкой второй части. Что касается следующего уровня, то нужно вводить вручную. И да, не забывайте обязательно отжимать крестики после того, как вы переходите непосредственно на этот уровень. Так. Теперь переходим на второй скрытый уровень. Для этого вводим переменную 89. 79. Окей, нажимаем F2. Ну вот он. В этом уровне доделано абсолютно все, включая последнего босса. Здесь, по сути, только нет кат-сцены. Кат-сцена в виде перехода между этим уровнем и уровнем Final Dreadnought 1. Но весь этот уровень доделан полностью. Правда, выбрать оружие здесь никаким образом нельзя. На этом со скрытыми уровнями можно закончить. Что еще можно сказать? У этих двух версий есть непосредственные различия. Старая версия, она больше ориентирована на Спейда. В ней есть простенькое меню кастомизации. Вся версия игры, она чуть более сложная. Там есть торк, но он поломан. При этом нет никаких скрытых уровней. Вернее, есть, но они там совсем не доделаны, так что лучше их и не видеть. Новая же версия, она базируется больше на торке. Вся игра, она, в принципе, гораздо легче, то есть там вышло 5, даже 6 патчей, которые постепенно немного облегчали игру, поэтому вся игра, в принципе, легче. Достать торка легче, он тут полностью доступен, он полностью играбелен. Плюс в новой версии также есть скрытые уровни. Пусть они не совсем доделанные, но они есть. При этом нет меню кастомизации и нет спейда совсем. При его активации игра просто начинается заново. Лично мне нравится больше старая версия, но тут кому как. Если у вас что-то не получилось с первого раза, попробуйте снова.